На заброшенной автобусной остановке, где бетонные плиты давно потрескались от времени, а расписание давно выцвело, сидел старый мохнатый пес. Его шерсть когда-то была темной, а теперь во многих местах поседела, уши слегка обвисли. Глаза были потухшие, но в них можно было уловить что-то доброе и измученное одновременно, словно у человека, который многое пережил и все еще пытается надеяться. Рядом стояла миска с парой сосисок и обрывок картона с нацарапанными простыми словами: «Я жил с бабушкой». Ее не стало. «Пес добрый, возьмите, если есть возможность». Люди, проходившие мимо, задерживали взгляд. Кто-то улыбался сквозь слезы, кто-то делал вид, что не видит, а кто-то доставал телефон и снимал. «Смотри, какой преданный». Местные вскоре прозвали его бароном. Так звучало тепло, просто, словно уважение к его достоинству сохранялось даже в этой опустевшей жизни. Барон был верным товарищем Марии Антоновны, 78-летней женщины с морщинистым лицом и тихим голосом. Они жили в маленькой квартирке на 3-м этаже старого здания, окна которого выходили на спокойную улочку. Каждое утро, как по расписанию, Мария отправлялась на остановку, а барон шел следом, радовался каждому встречному и, казалось, слушал все рассказы о юности, о близких, о войне и о маленьких радостях, скрашивавших будни. Она говорила с ним так, как порой говорят лишь с самыми близкими, открыто, без притворства, делясь воспоминаниями и тревогами. Барон слушал, склонив голову, будто понимая каждое слово, и иногда, в ответ, тихо подвывал, когда Мария рассказывала о прошлом. 3 недели назад все изменилось. Утром Мария Антоновна не поднялась. Инфаркт, так сухо и бесповоротно сообщили соседи, обнаружившие ее на полу. Для барона это был удар, которого он не мог понять. Он остался ждать. Ждал у подъезда, как ждут те, кто верит в возвращение любимых, даже когда это невозможно. Дни шли, люди пытались помочь, соседи приносили еду, кто-то пробовал забрать пса к себе, но барон убегал и снова возвращался на свою остановку. Там ему казалось безопасно, это было место, где Мария делилась с ним историями, где знакомые запахи и где до сих пор звучало эхо ее голоса. Однажды вечером волонтер из местного приюта, молодой человек по имени Дима, поставил возле барона миску с сосисками и положил тот самый кусок картона с надписью. Он думал, если кто-то с доброй душой заметит этого пса, может, и ему помогут. Надпись привлекала внимание, и не только потому, что была печальной. В этих словах звучала история, которую каждый мог понять: потеря и верность. На следующий день остановка будто ожила. Люди подходили, читали картонку, перешептывались, снимали барона на телефоны. Некоторым он напоминал их собственную старость, утраченных супругов, их одиночество. Особенно долго задерживались женщины в годах, они останавливались, гладили пса по голове, и в их глазах появлялась та же усталость и доброта, что и в глазах самого барона. Среди прохожих оказалась Тамара Васильевна, бывшая учительница литературы. Она шла привычным маршрутом и вдруг остановилась, встретившись взглядом с псом. В его глазах она ощутила тоску, знакомую до боли. Там была та же пустота, что осталась у нее после смерти любимого мужа. Она вспомнила и свою Ладу, собаку, с которой делила годы одиночества, и на сердце стало тяжело. Тамара понимала, что серьезное решение нельзя принимать на эмоциях. Просто забрать барона значит лишить его остановки, места памяти о Марии Антоновне. Ему нужна была не просто крыша над головой, а смысл, который возвращает желание жить. Она позвонила своей давней подруге Анне Петровне и расспросила о бароне. Анна, как и многие другие, знала его историю и укрепила решимость Тамары: нужно помочь, не навредив. Тамара придумала план: возвращаться к остановке, завоевывать доверие и постепенно разговаривать с ним, приносить вещи, напоминающие о доме. Первое знакомство прошло спокойно. Тамара пришла с термосом чая и небольшим бутербродом. Барон сначала смотрел на нее настороженно, но когда она присела на корточки и протянула руку, он вильнул хвостом, маленький жест, означавший согласие. Она пообещала: «Я помогу, хоть ты и не говоришь, хоть не понимаешь, но я буду рядом». Барон, кажется, соглашался не словами, а тем, как мягко он положил голову ей на колени. Каждый визит Тамары становился ритуалом. Она приходила утром и вечером, приносила плед от своей Лады, клала его рядом и рассказывала барону о прошлом, о том, каким бывало солнце в их дворе, о запахе пирогов,
о людях, которые любили и теряли. Эти речи были не попыткой обучить пса, это были истории, способ вернуть миру ощущение порядка и смысла. Она знала, что нельзя торопить душу, горе требует времени. В свои рассказы она вплетала и тихие воспоминания о собственном муже, и колыбельные, которые пела ему вечером, когда не могла уснуть от тоски. Иногда она приносила старый мяч, надеясь пробудить в бароне интерес к игре, и впервые за долгое время пес тронул мяч лапой, издавая звуки, будто вспоминая детскую радость. Соседи замечали упорство Тамары и проникались к ней теплым уважением. Анна Петровна в шутку называла ее святой, но это была не просто шутка, люди видели, как женщина возвращает к жизни то, что казалось безнадежным. Однако не все разделяли их мнение. Появились жалобы в управляющую компанию. Нельзя держать пса под окнами, он здесь лишний и вообще. Но волонтеры, собрав подписи, поддержали Тамару. Историю барона нельзя было просто свести к статистике, это история о преданности и о том, как человечность находит отклик в самых неожиданных местах. Однажды Тамара принесла фотографию Марии Антоновны, старую черно-белую, где женщина улыбалась, держа на руках молодую собаку. Барон впервые издал звук, тихий и теплый, не просто лай, а будто отклик. Это был знак, память где-то внутри него все еще жива. Тамара, воодушевленная этим маленьким чудом, решила обратиться к врачу. Она позвонила Елене Ивановне, участковому ветеринару, и та предложила помощь. Елена спокойно посоветовала не торопить барона, дать ему возможность самому принять новую реальность, но и обещала прийти осмотреть пса. Когда Елена осмотрела барона, она отметила истощение и признаки инфекции. Для Тамары это был удар, но и шанс. Она взяла на себя обязанности по уходу, давать лекарства, готовить теплый бульон, оберегать от сквозняков. Она полагалась не только на лекарства, но и на ту незримую терапию, которой является присутствие «Тихие вечера», когда она пела колыбельные, читала вслух любимые книги Марии Антоновны, вспоминала добрые истории. Эти вечера были лекарством для двух одиноких сердец, барона и самой Тамары. Первые улучшения не заставили себя долго ждать. На третий день барон приподнял голову и лизнул теплый бульон, медленно, с интересом. Тамара плакала от радости тихими слезами, это был маленький лучик света в долгой тени утраты. Но путь к выздоровлению был неровным, утром пес снова дрожал и дышал неровно. Ветеринар диагностировала инфекцию и прописала курс антибиотиков. Тамара, не раздумывая, купила лекарства и приняла трудности как естественную часть заботы. Их отношения развивались постепенно и терпеливо. Тамара пела по вечерам, читала Марины любимые книги Чехова, Некрасова, стихи, которые та любила перечитывать. Барон слушал медленно и внимательно, иногда приподнимая ухо, иногда вздрагивая от знакомых интонаций. Иногда она снова и снова показывала ему фотографию Марии Антоновны, словно убеждая его память, что она не тюрьма, а мост. Соседи и волонтеры становились частью небольшой сети поддержки. Женщины из клуба волонтеров приходили, приносили теплые вещи, делились советами. Однажды на встрече Тамара рассказала историю барона, о том, как пес ждал у подъезда, как люди пытались помочь, как она пришла и не ушла. Женщины слушали, и кто-то расплакался, а кто-то, улыбнувшись, погладил пса, и тот в знак доверия лизнул руку незнакомки. Был и конфликт. Несколько соседей написали жалобу в управляющую компанию, требуя убрать пса в приют. Казалось, это могло разрушить все, что они строили. Но их попытки потерпели неудачу. Волонтеры собрались вместе, собрали подписи в поддержку Тамары и барона, и жалоба была отозвана. Это было важное общественное решение. Люди проголосовали за милосердие и за то, чтобы память и забота не сводились к формальностям. Со временем барон окончательно окреп. Он стал ходить за Тамарой, медленно, с достоинством, словно зная, что она теперь его опора. Дни наполнялись новыми ритуалами, прогулками до маленького парка, где росли каштаны, и остановками у лавочки, где старики обменивались новостями. Женщины из клуба приносили пирожки, общались, рассказывали о своих утратах и надеждах. Для Тамары это было не просто заботой о животном, это было исцелением собственной души. Она получила причину вставать утром, причину заботиться, причину снова верить в простую человеческую теплоту. В одну тихую осеннюю ночь, когда воздух пах дождем и опавшей листвой,
Тамара написала пост в группе волонтеров. Она не просто описала счастливый конец, она рассказала историю о любви и вере. «Помогайте тем, кто ждет помощи», — подписала она, и ее слова разлетелись далеко за пределы маленького двора. Люди отвечали своими историями, простыми и нелегкими. Кто-то забирал старого кота, кто-то помогал старушке донести сумки, кто-то приносил корм в приют. История барона стала маленьким напоминанием о том, что даже самые разбитые сердца можно исцелить вниманием и терпением. В конце концов, Тамара и барон жили вместе не из жалости, а по взаимному выбору. Они делили теплый уголок дивана, прогулки под каштанами и вечера с книгами. Барон больше не сидел на остановке. Иногда, на закате, он все же подходил к тому месту, где много недель провел в ожидании, словно благодаря его за то, что оно сохранило память о Марии. Тамара понимала это и не уводила его. Память требует уважения. Эта история не о великих подвигах, не о героических решениях. Это история о том, как маленькие ежедневные действия, чашка теплого бульона, колыбельная, фотография, просто присутствие, могут вернуть миру крошечный смысл и заставить сердце биться сильнее. Тамара и барон научили соседей быть внимательнее друг к другу, волонтеров не терять веры, а всех остальных не бояться просто подойти и помочь. В один из вечеров, сидя на диване и гладя барона, Тамара подумала о Марии Антоновне и о том, что иногда ушедшие остаются с нами в тех делах, которые мы доводим до конца. В ее руках был плед, пахнущий старыми воспоминаниями, а рядом теплое дыхание собаки. В этом дыхании было много благодарности и немного грусти, но больше надежды. И когда они вместе шли по тихой улице, под светом фонарей, казалось, что мир стал немного добрее, потому что кто-то решил не пройти мимо. Конец истории не был громким. Он был тихим, как вечернее шуршание страниц книги. Но в этой тишине было достаточно силы, чтобы изменить несколько жизней, и это уже было немало. Тамара публиковала в группе волонтеров призыв помогать всем тем, кто ждет помощи, и ее слова встречали отклик. Люди приходили. Они приносили теплые вещи, подкармливали уличных животных, помогали старикам, и мир вокруг становился чуть светлее. Барон больше не был просто собакой на остановке. Он стал символом преданности и напоминанием о том, что любовь и вера могут исцелять разбитые сердца, человеческие и собачьи. А смогли бы вы взять бездомного пса к себе домой? Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!